105 лет назад, 6 января 1919 года, Владимир Ленин отправился на новогодний праздник в санаторий для больных детей в Сокольниках. Санаторий этот находился на экспроприированной купеческой даче. Там Ленина ждали не только дети, но и супруга Надежда Крупская. Для детей нарядили елку. Все с нетерпением ждали звезду праздника. Не Деда Мороза, конечно, а вождя революции. Но тот все не приезжал. Не потому, что заработался или забыл, а потому что на пути из Кремля в Сокольники на машину Ленина напали. Налетчиков возглавлял известный тогда московский бандит Яков Кошельков по прозвищу Неуловимый. Напавшие вытащили Ильича из машины, приставили револьвер к его виску, отняли деньги, документы и браунинг. А потом уехали на трофейной машине. Охранник и водитель не сопротивлялись, чтобы Ленина, не дай бог, не застрелили. Ленину, который тогда был председателем Совета народных депутатов, фактически главой государства, повезло, что его документы Кошельков посмотрел уже потом. При встрече бандит вождя не узнал, а когда понял, кто был в его руках, тут же приказал поворачивать обратно. Он собирался взять Ленина в заложники и обменять его на заключенных Бутырской тюрьмы. Но ни Ленина, ни его сестру, уехавшую с ним в машине, ни охранника, ни шофера Кошельков не нашел. А Ленин таки приехал к детям. Несмотря на пережитое, он водил с ними хороводы, угощал конфетами и дарил подарки. Так Ленин принес крестьянским детям традиции светской российской верхушки и исполнил роль известного всем персонажа до того, как тот вообще появился. Да, Деда Мороза, каким мы его знаем сегодня, тогда не существовало. Была сказка для детей про то, что подарки приносит некий мифический Дед Мороз. Но его никто никогда не видел, разве что как игрушку, которую ставили под елку. Сделать из этого персонажа известный всему Союзу бренд было идеей Сталина. Большинство наших новогодних традиций, начиная с обязательной елки в доме и заканчивая просмотром советских фильмов и телеобращения, появились в результате политических решений и действий. Например, вы наверняка слышали о том, что резиденция Деда Мороза находится в Великом Устюге. Ее можно даже посетить. А запустил все это в 1998 году тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, чтобы собрать себе политических очков перед выборами в президенты. Сегодня мы поговорим об истории и значении новогоднего праздника и о политических решениях, сформировавших привычные нам традиции. А в конце послушаем Аллу Пугачеву. Так что доставайте оливье и пару мандаринов, мы начинаем. Кажется, что Новый год на Руси праздновали всегда. Самый светлый, самый добрый, самый любимый праздник на Руси. Это вон даже Путин в своем первом новогоднем обращении говорил. Но на самом деле ничего подобного. До 15 века Новый год приходился вообще на первый день весны, 1 марта. Затем начало года перенесли на сентябрь, потому что так налоги было собирать удобней. Ведь в сентябре жители начинали собирать урожай, а значит, с жителей нужно собрать побольше подати, пока они все не проели. Не очень радостный праздник получался, согласитесь. Празднование Нового года, как и многие другие европейские традиции, нам принес Петр Великий. Впервые Новый год именно 1 января в России встретили в 1700 году. Получилось аж 2 новых года. 1 сентября жители отметили новый 7208 год, а 1 января новый 1700. Своим указом самодержец не только поменял дату, но и приказал всем украшать дворы сосновыми, еловыми и можжевелевыми ветвями по образцу гостиного двора. А бедняков обязал поставить хотя бы по деревцу и поздравлять друг друга с Новым годом. Так что обязательным украшением елкой мы тоже обязаны Петру Первому, который скопировал западную традицию. Петр устроил настоящее гуляние, превратил праздник в светское развлечение и даже сам запустил первый фейерверк. После смерти Петра о традиции тут же забыли, и праздник вернулся лишь в XIX веке. Он был поначалу чисто царским развлечением, затем распространился на дворянские семьи. То есть, если не брать в расчет Петровскую эпоху, до середины 30-х годов 20 века Новый год не был праздником государственного масштаба. Поначалу в Советском Союзе никак не могли определиться, праздновать Новый год или изничтожать вместе с религией. В газетах постоянно публиковали всякие разоблачения. Мол, смотрите-ка, религиозность начинается именно с елки, ведь детей обманывают, что подарки им несет сказочно-литературный Дед Мороз. Новый год использовался как повод подвести итоги и отчитаться по выполненным планам. Так, на второй странице газеты «Вятская правда» за январь 27 года напечатали фельетон о том, как большевик в образе Нового года приходит к врагам СССР и выводит их на чистую воду.
Но вскоре отношение власти к празднику поменялось. 28 декабря 1935 года в газете «Правда» вышла заметка второго секретаря ЦК партии Украины Павла Постышева «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». Называлась так заметка. И 30 декабря в Харькове устроили первый в СССР официальный бал-карнавал. Идея ушла наверх. 1937 год стал первым, который праздновали в СССР официально. На Манежной площади и в парке Горького установили по большой наряженной ели. 1 января в Доме Союзов состоялся бал для отличников. Именно там впервые детей приветствовал Дед Мороз и его внучка Снегурочка. По легенде, использовать Деда Мороза подсказала Сталину дочь Светлана. До того сказочный дед присутствовал лишь на новогодних празднованиях для своих в доме Максима Горького, где бывала и Светлана. Для новой объединяющей традиции стали спешно составлять и распространять инструкции, как и в каком порядке должен проходить праздник, кем могут нарядиться дети. Зайчиков и снежинок на первых порах не было. Вокруг елки водили хороводы юные ударники и красноармейцы. В тех же инструкциях рекомендовали, чтобы Снегурочка была маленькой девочкой, своеобразным связным между дедом и детьми, потому что поначалу ряженый мужик детей пугал. И, конечно, маленькая девочка была внучкой, потому что дочка лет 10 у старика вызывала вопросики. С этого момента Деды Морозы и Снегурочки стали приходить не только к детям, но и к работникам предприятий и даже в ГУЛАГ. В том же 1937 году стали формировать из парашютистов агит эскадрильи Дедов Морозов, которые должны были забрасывать новогодние подарки в самые недоступные уголки страны, заодно демонстрируя чудеса советской авиации. Саму традицию новогодних обращений завел Леонид Брежнев. За несколько минут до наступления 1971 года он отчитался о годе новых побед и свершений и закончил свой сухой доклад строкой из стихотворения Тютчева, которое стало стандартным новогодним поздравлением с тех пор. С Новым годом! С новым счастьем, дорогие товарищи! Телевизионная традиция с речью, боем курантов и звучанием гимна Советского Союза людям понравилась. Вот только Брежнев не умел одновременно и читать с бумажки, и смотреть в камеру, поэтому в следующем году для него сделали суфлер с текстом на ватмане. А с 1976 года поздравления с Новым годом от партийных начальников передавал бессменный ведущий программы «Время» Игорь Кириллов. Крепкого вам здоровья, славных свершений в труде, учебе, творчестве, дорогие друзья. Пусть в каждой советской семье будет светло и празднично. Андропов и Черненко вообще отказались выступать в Новый год, и традицию с обращением главы государства возобновил уже Михаил Горбачев. Человек, который изменил все. Да так изменил, что новый 88-й год жители Советского Союза вообще встречали под обращение президента США Рональда Рейгана. Горбачев же, наоборот, обратился к американцам. Это стало одним из результатов политики гласности Горбачева и многочисленных двухсторонних переговоров между лидерами двух стран, которые решили оставить холодную войну в прошлом и со временем стали настоящими друзьями. Во время новогоднего обращения Рейган рассказал советским гражданам, что большинство американцев празднуют Рождество или Хануку, посещают в праздничные дни церковь или синагогу, а затем собираются за семейным столом, благодарят Бога за все и разделают традиционную трапезу – индюшку или ростбиф. Представьте шок советских граждан, для которых традиционное новогоднее блюдо – это оливье. А сейчас перенесемся в конец 91-го. Тогда, прямо накануне Нового года, 26 декабря, перестала существовать страна под названием СССР. Горбачев уже не мог обратиться к жителям распавшихся территорий. Но кто-то должен был, все же традиция. В итоге выступить с обращением перед боем курантов попросили ведущего новогоднего «Голубого огонька» Михаила Задорнова, который так разошелся, что с боем курантов запоздали на целую минуту. Говорят, что официальную запись сразу уничтожили, а обращение Бориса Ельцина, которое все-таки было записано заранее, пустили в эфир уже позже. Поздравляем всех бывших граждан СССР. Да, СССР больше нет. Но есть наша Родина. Можно разделить Родину на несколько государств, но Родина у нас одна, независящая от границ. Я предлагаю поднять наши бокалы за нашу Родину. С Новым годом, друзья! Но не только обращения смотрели советские и российские граждане. Расставив на столе оливье, единственный доступный под Новый год в СССР фрукт – мандарины, а также мимозу и советское шампанское, все усаживались и включали телевизор.
где с 1962 года каждое 31 декабря шел голубой огонек. На первом огоньке почетным гостем стал Юрий Гагарин, а за праздничными столами тогда были в основном люди в форме. В неразберихе 90-х голубые огоньки на некоторое время пропали из обязательных атрибутов новогодней ночи, но ненадолго. Они вернулись, и не одни, а вместе с советскими новогодними фильмами, которые стали частью традиционной новогодней телепрограммы. Что касается советских фильмов, здесь прослеживается один интересный эффект – эффект Манделы. Встречался он не только в Новый год. Если спросить людей, чье детство пришлось на СССР, проводили ли парад Победы каждый год 9 мая, они, скорее всего, ответят утвердительно, хотя и его не проводили. Такой же ответ мы получим, если спросим, показывали ли каждый год в СССР «Иронию судьбы» или «С легким паром» Эльдара Рязанова. Так вот, не показывали. Премьера фильма состоялась в 1976 году. После этого историю на новогодние праздники в СССР показывали всего 4 раза. В 1979, 1983, 1989 и 1991. И это рекорд советского периода. Другие новогодние фильмы показывали реже. «Чародеев» Константина Бромберга, к примеру, показали всего 2 раза. Как и Иван Васильевича, который менял профессию. А знаменитый фильм «Карнавальная ночь» вообще показали на советском телевидении только 1 раз, 1 января 1982. Ностальгировать по СССР через советские фильмы начали уже в 90-х. И особенно развернулось это в последние 20 лет при Путине. Стали показывать их каждый Новый год. И теперь и представить себе невозможно обычного новогоднего застолья без песен Гурченко по телевизору или Андрея Мягкова, не напивающегося и не просыпающегося в чужой квартире в Ленинграде. Что же это за Новый год такой, без иронии судьбы? Хотя современные режиссеры снимают один за другим фильмы для нового поколения, новогодняя программа телепередач на основных кнопках состоит практически целиком из советских фильмов. Никакие «Елки 10», 20 и 30 не заменят россиянам «3+2» и «Полосатый рейс», гайдаевских «Кавказскую пленницу» и Ивана Васильевича. Получается, что праздники и сопутствующие им ритуалы – все это по большей части чьи-то решения. Петр хотел приблизить страну к Европе, Сталин – объединить граждан молодой страны Советов. И, казалось бы, это очень циничный вывод, ведь мы следуем традициям, которые типа нам навязали. Имеет ли это значение в тот момент, когда мы в очередной раз делаем заливной язык, хотя он не всем за столом по вкусу, режем селедку на шубу, открываем шампанское и быстро загадываем желание, пока бьет курант? И да, и нет. Повторяя из года в год схожие действия, мы напоминаем себе о нормальности. Мы позволяем своей психике отдохнуть в предсказуемых условиях. Что уже по нынешним временам немаловажно. Так мы напоминаем себе, что жизнь продолжается. Это отлично понимали и политики, когда вводили телеобращение, когда обязали всех ставить елки. Праздники и все с ними связанное запоминаются человеком надолго, и тот, кто создает, укрепляет и поддерживает ежегодную традицию, может связать себя с ней. Но тот же эффект коснется и ваших близких, помогая укрепить отношения, создать приятные совместные воспоминания с людьми, которых вы по-настоящему цените. Так что с Новым годом! А в конце давайте посмотрим новогоднее обращение Аллы Пугачевой из 95-го года. Какое оно классное! И до завтра! Дорогие друзья, считанные минуты остались до Нового года. Давайте проводим старый год, попрощаемся с его ошибками, с его проблемами. Еще неизвестно, какие проблемы несет нам Новый год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в Новый год. Времена, конечно, нелегкие, новые времена. И не секрет, что большей частью мы к ним не готовы. И я в том числе. Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны. И политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. Увы, этим многие пользуются. А хотелось бы, но если не в новом году, то в будущем, чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на нищете, не на безнравственности, а
на жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется. Вот этого хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары наши именно были качественными. Ну что еще? Чтобы дети были здоровые, чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но просто по вечерам. Все. На этом официальную часть заканчиваю. Потому что знаю, что несмотря на все времена, нелегкие, на столе-то ведь есть что выпить и закусить. Это как раз то наше, неотъемлемое наше, что веками непонятно чужеземным мудрецам. Так давайте нальем шампанского. И чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в Новом году от новых проблем. С Новым годом!